Мы приветствуем вас, дорогие друзья, братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа, любовью Отца и общение Духа Святого да будет с нами, со всеми. Мы благодарны Господу, что вновь у Его ног продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. И давайте мы пригласим Господа. Дорогой Господь, руководи всем сейчас, все возьми в свои руки, и пусть здесь исполняется Твоя святая воля. Дай нам понимание этих глубоких истин, дай нам понимание той вести, которую Ты нам посылаешь, и дай нам понимание Твоего лекарства, Господи, золота веры Твоей. Спасибо Тебе, что слышишь нашу молитву, спасибо, что отвечаешь, и спасибо, что учишь нас. Во имя Иисуса. Аминь. Я хотела бы сначала повторить то, о чем мы с вами говорили, то, что мы с вами изучали. Мы, конечно же, продолжаем изучать послание к Ладикийской церкви нашего Господа, свидетеля верного и истинного, который есть Аминь. И мы разобрали с вами, что Господь пытается нам объяснить, что мы не имеем веры, мы не знаем, что такое истинная вера. Неужели у ангела церкви нет такой любви, какая обитала в сердце Христа? Во-первых, мы не понимаем, что такое любовь, поэтому мы не можем иметь истинную веру. И именно это хочет Господь нам сказать. Потому что у нас есть два понимания любви. Это греческое, которое пришло с эллинизма и представляет собой любовь, на которой основано все евангелическое христианство. И есть другое понимание любви Божьей любви, библейской. Это совершенно другая любовь, совершенно отличная любовь. Это любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника и в очищении им небесного святилища. Это цитата Елены Вайт из ранних произведений, страница 55-56. И задается вопрос, да? Господь нас обличает, вот, и что же нам не хватает? Вот вопрос, что же нам не хватает? Потому что, как мы поняли, мы самодовольные, мы хвалимся, но Господь видит совершенно другую причину. Елена Уайт нам говорит, что золото – это вера, действующая любовью. Следовательно, для того, чтобы понять, что истинный свидетель имеет в виду, когда говорит «купить у меня золото огнем очищенное», нам нужно разобраться, что такое любовь, тогда мы сможем понять, что такое вера. Я быстренько основные моменты только сейчас вам скажу. Вера – это сердечное переживание, дело сердца. Выражая словами Элены Уайт, и ее не может быть, пока не будет понята и оценена любовь Бога. То есть, как мы с вами говорили, да, вера не может появиться или проявиться, пока мы не примем любовь Божию и пока мы не поймем ее. Вот. Мы с вами говорили на прошлом занятии об этом. Потому что вера – это прямой результат любви. Таким образом, начинает вырисовываться ясное определение новозаветной веры. Вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. Я бы сказала, и благодарность за нее. То есть, когда мы начинаем осознавать, понимать, что Христос сделал для нас, откуда Он нас вытащил и на какие высоты Он нас поднял, когда мы начинаем понимать вот эту Его бесконечную любовь к нам, грешникам, потому что Он возлюбил нас, когда мы были грешными еще, когда мы были противниками Ему, когда мы Его не любили и
все делали против него. Так вот, когда мы начинаем понимать эту любовь, принимать эту любовь, которую Бог явил во Христе, это Евангелие, вот тогда ответ нашего сердца на любовь Бога, оно и производит в нас эту веру. Но вера, как мы уже говорили, она действует. Она всегда действует, вера. Дальше. Вера подлинная, настоящая, всегда действует любовью, как мы с вами сказали. И именно Елена Вайт очень-очень хорошо это поддерживает. И следующую цитату я хочу полностью зачитать. Иисус Навин хотел, чтобы они служили Богу не по принуждению, но добровольно. Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из-за страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение. Видим, да? То есть Бог не хочет, чтобы ему служили из-за страха. Бог не хочет, чтобы ему служили по каким-то причинам, потому что или чтобы. Из лицемерия. Не хочет, чтобы мы служили формально. Он не хочет, чтобы мы были как бы гробы, окрашенные, блестящие снаружи, но внутри полные костей. Не страх перед наказанием и не надежда на вечную награду побуждают учеников Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от яслей в Вифлееме до Голгофского креста. И взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. Вот правильный мотив. Это ответная любовь, это отклик на любовь Божью. И когда мы видим эту любовь, мы доверяем такому Богу. Мы полностью можем положиться на Него. И мы слышим Его голос и идем за Ним, куда бы Он ни пошел. А вот это есть вера. Давайте помыслим об изумительной жертве, которая была принесена ради нас. Давайте попытаемся осмыслить тот труд и энергию, которые затрачивают небеса, чтобы вернуть заблудших и привести их назад в дом Отца. Более мощных побуждений и более могущественных сил никогда не могло быть. Давайте встанем в правильное положение перед тем, кто возлюбил нас поразительную любовью. Мы также с вами говорили о трудах Елены Вайт, о том, что в некоторых ее трудах есть такие вот интересные вещи, которые, как многие могут подумать, ведут нас, законничество. Есть какое-то такое вот законничество. Но мы должны понимать, что она жила в переходный период, да, период с того момента, когда Христос служил во святом, и когда Он перешел во святое святых. И это два разных служения Христа. Поэтому ей тоже приходилось учиться. Ей потом Бог открывал, и многое она потом уже писала. И особенно ее труды отличаются после Миннеаполиса 1888 года, где она уже действительно открывала эту любовь. Поэтому, если мы через призму праведности по вере смотрим на ее труды, то у нас все будет гармонично. И если мы будем понимать вот этот переходный период, в который она жила и в который она писала. Дальше, что хотела бы еще сказать. Насчет теплости, да, вот Господь, вот эти 4 мы проходили с вами, но я не буду на них останавливаться, но я хотела бы вот что сказать еще раз, что когда он говорит, если бы ты был холодным, если бы ты был
горячим или холодным, да? И вот здесь очень важно, без всякого желания противоречить сказанному нашему Господом, возможно, лучше быть теплыми членами церкви, чем не быть ее членами совсем. По крайней мере, именно так мы считали много десятков лет. Да? Ну, теплые, но лучше быть теплыми, чем вообще не ходить в церковь. Как бы вот так вот, да, мы вот говорили. И многие так, вот особенно пастора, ой, ничего страшного, лишь бы в церковь, лишь бы народ был, лишь бы приходили, как бы не надо обличать, не надо слишком каких-то там резких, так скажем, выражений делать, но люди ходят, сидят, ну вот, как бы вот такое вот, и вот это вот теплое состояние, ну спят и спят, да, зато в церкви. Вот такое, да, мы знаем это. Так, что здесь хочется сказать? Если человек принимает условия церковного членства и вступает в церковь, сколь неосознанным не было бы его подлинное духовное состояние, всегда есть шанс, что он ответит Святому Духу и преодолеет свою теплость. Когда наш Господь говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч», нам не нужно обязательно думать, будто Он хочет сказать, что, по Его мнению, нам лучше быть или горячими членами церкви, или не быть в ней совсем, да, как мы прочитали. Возможно и так, но Он может иметь в виду, что для Него лучше, если бы мы были или горячими членами церкви, или холодными, которые по-настоящему чувствуют, что нуждаются в тепле. Вот о какой холодности он говорит. Для него холодный человек – это тот, который желает тепло, который желает как бы вот этот жар, который желает познать, принять и гореть. Только подлинное пленение любовью Христовой может сделать нас способными преодолеть наше теплое состояние. И опять-таки, да, говорится, пленение может произойти только любовью Христовой. И отклик может произойти на эту любовь в нас только когда мы познаем, примем, поймем эту любовь и поверим Господу. Ну, вот здесь мы остановились на прошлом занятии. Ну и сейчас, пожалуйста, Зайтуна, можно продолжать. Спасибо. Да, сегодня всех приветствую снова любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня у нас такого конкретного заглавия нет, но у нас продолжение той темы, которую вначале мы начали, называется «Назначенное Богом лекарство – золото». Прежде чем мы начнем более подробно исследовать, что такое новозаветная любовь, давайте еще раз взглянем на высказывание Елены Уайт, в котором чрезвычайно ясно и остро говорится о том, что вера есть сердечное осознание искупления. Вот выдержка. Драгоценная кровь Иисуса – это источник, приготовленный для того, чтобы очистить душу от всякого осквернения грехом. Когда вы решитесь взять его себе в друзья, с креста Христова засияет новый и немеркнущий свет. Подлинное ощущение жертвы и ходатайства дорогого Спасителя сокрушит сердце, затвердевшее во грехе, и любовь, и благодарность, смирение проникнут в душу. Отдача сердца Иисусу превратит бунтаря, кающегося грешника. И тогда послушная душа скажет: «Старое прошло, теперь все новое». Это истинная библейская религия. Все, что меньше этого, есть обман. Это свидетельство для церкви, 4 том, страница 625. В этой выдержке нет ни слова «вера», ни слова «праведность». Однако то, что здесь описывается,
определенно есть праведность. Если праведность приходит только по вере, становится очевидным, что истинная вера должна быть средством, производящим эту огромную перемену. Но мы тут видели в этой выдержке, что она говорит о крови Иисуса Христа, что это источник, приготовленный для каждой души, чтобы очистить душу от всякого осквернения грехом. Что если Иисус стал нашим другом, то, а Он же и есть сама праведность, то вот эта Его праведность становится и нашей. И потому что с креста Его сияет новый и немеркнущий свет. А что значит новый? Он был и той же самый, просто он засиял как бы в более ярком свете, потому что, как пишет апостол Павел, крест Христов стал силой Божьей ко спасению ко всякому верующему. Читаем дальше. Может, прочитаю, а потом уже, если чтобы обсудим. Возвращаясь к теме золота, которое нам советуется купить, мы должны искать раскрытие того, что же представляет собой новозаветная любовь. Если мы не поймем и не осознаем этого, мы не сможем понять, что такое вера. Очень кратко можно было обобщить контраст между Божьей небесной любовью, агаппо, и человеческой эмоцией, которую мы все знаем и которая обыкновенно считается любовью. Вот это такой абзац. Есть у кого что сказать? Вот Айше приготовила нам табличку. Ага, ты вот это выставила в таблицу. Обычное понятие о любви. Божье и обычное понятие о любви – это человеческая любовь, и Божья любовь агапа. Человеческая любовь всегда зависит от красоты или доброты своего объекта. Любит своих, например, свою семью и тех, кто добр к ним. А Божья любовь любит тех, кто некрасив или недостоин. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и врагами, и нечестивыми. Римлянам 5:8. Дальше. Человеческая любовь держится чувством необходимости. Как то муж любит жену из необходимости, или дети любят родителей, потому что нуждаются в них. А Божья любовь, Бог бесконечно богатый, любит только из своей благости. Он, Христос, будучи богат, обнищал ради вас. 2 Коринфянам 8:9. Человеческая любовь зависит от ценности объекта, а Божья любовь создает ценность объекта. Исайя 13:12. Давайте мы здесь откроем, прочитаем. Исайя 13:12. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Смотрите, это состояние 144 тысяч. Бог обещал и сам и сделает это. 4 момент. Человек ищет Бога. Все ложные религии, основанные на представлении, будто Бог эзотеричен, скрывает себя. Спасение таким образом зависит от инициативы человека. Но у Бога не так. Не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Таким образом, спасение зависит не от нашей инициативы, а от Божьей. 5 момент. Человек всегда стремится влезть повыше. Зайтуна, подожди, не торопись. Ага. Давай мы вот Нам нужно было порассуждать, да. Да, порассуждаем, потому что здесь важные вещи. Возвращаемся к первому. Да, сейчас вкратце пройдемся. То есть, когда мы говорим, что человеческая любовь красивый, умный, богатый, да, ну, какие-то, может быть, внешние
там, может быть, родители богатые, да? Ну, то есть вот человеческая любовь, она все время за что-то цепляется, за что-то любит. Что-то такое в человеке за что любит, да? Вот Божья любовь, она без... Просто любит. А? Просто любит. Да, она безусловная, нету условий. Она любит плохих, хороших, красивых, некрасивых, черных, белых, разных национальностей. Она любит каждого человечка на этой земле. И никаких условий нету, никаких препятствий нету в этой Божьей любви. Да, вот это огромная разница. Ну, мы как тут говорили, держится чувством необходимости, да, ну, надо мужа любить, надо детей любить, или дети говорят, ну, надо родителей любить, потому что они мне там, ну, чтобы там, они же там, ну, вот, понимаете, вот так вот, мужу, потому что, чтобы он меня там обеспечивал, или вот какие-то вот такие вот обязанности, нужно, необходимость, да, вот так у всех, так положено, да, а у Бога не так. Он бесконечно богатый любовью своей. И, как мы прочитали, ради нас он обнищал. Он богатство, наоборот, свое оставил свою власть, божественность, стал нищим, самым нищим человеком на этой земле, для того, чтобы обогатить нас. Вот представим, видим же, какую большую разницу. И вот здесь на третьем хочется остановиться, да, зависит от ценности объекта, да, то есть вот насколько он ценен, насколько, может быть, он уважаем, насколько, ну, все время как бы что-то, вся ценность направлена на объект, вот. Что же в нем такое, да, чтобы полюбить? Что он имеет, чтобы зацепиться за это и любить его, да? А вот в Божьей любви она сама берет никчемное, берет совершенно неценное, берет совершенно плохой материал и из этого материала делает ценность. Она берет просто какой-то мрак, глину, мертвецов фактически нас берет, темень, темноту. И из этого делает свет. Из этого она вытачивает красивейший камень, который потом блестит, как бы излучая свет Христов. Вот каким образом Бог создает ценность. Он человека из самой глубины болота, из ничего поднимает на высоты небес. Вот как он оценивает человека. И где мы остановились с вами? На 4-м, да? 4-й. Да. Человек ищет Бога. Все ложные религии основаны на представлении, будто Бог эзотеричен, скрывает себя. Да, то есть он такой какой-то далеко от людей, возвышенный, да, и поэтому спасение зависит от человека, и человек должен идти, человек должен искать, человек должен что-то делать, человек должен служить Богу, заслуживать одобрения Бога. Но наш Бог, истинная любовь Божья, она не такая. Он ищет Бога, Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он пришел, Он зовет. Вот совершенно противоположность, правильно же, да? Если есть у кого что добавить, пожалуйста. Может, кто-то не согласен. Если согласны, тогда читаем следующее. 5-й момент. Человек всегда стремится влезть повыше. Постоянное побуждение грешного человека. В скобках наблюдается даже в руководстве церковью и служением. Мы видим, что человек всегда хочет быть на виду, хочет похвастаться. Да, власть, да. И особенно властью. Вот это греховное состояние,
заставляет человека лезть по головам, чтобы возвыситься и себя показать всем, что вон какой он, оказывается, хороший. Ну и, к сожалению, как вот пишется, даже в руководстве такое мы видим, да, борьба за власть, борьба как бы выше влезть, вот, к сожалению. Вот это человеческое все, да, но у Бога не так. А у Бога, Бог готов шагнуть вниз. Божья любовь, она и так шагнула вниз, чтобы спасти нас. Самое чистое откровение любви Агапа мы видим в Филиппийцам 2 глава, 5 по 8 стихи. Давайте откроем и прочитаем. Филиппийцам 2 глава, 5 по 8. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Аминь. Аминь. Христос был выше всех, но опустился ниже всех, даже до смерти крестной. Мы видим, насколько Господь принес какую жертву. Он отдал всего себя за наше искупление. Он вошел в самую низкую точку человечества, то есть в могилу ради нас. Вот поэтому шагнул вниз. Он стал грехом и пошел в могилу, чтобы из этой могилы, из смерти вытащить нас, дать нам жизнь и жизнь вечную, и поднять нас. Вот что делает Божья любовь. Вот она, Агапе. Аминь. 6 момент. Человеческая любовь является полным отказом от себя. Извиняюсь. В основе своей любви человеческая любовь – это любовь к самому себе. Современные евангелические лидеры очень любят учить о необходимости сначала возлюбить себя. Любовь к себе смешивается с уместным чувством самоуважения, зависящим от осознания жертвы, принесенной ради нас Христом. Мы видим, возвеличивается «я», да? Наше «я». Конечно, если где гордость, там и не может быть ни смирения, ни послушания. Да, возлюбите себя, да. И вот посмотрите, как очень хитро, здесь очень хитрая такая вот теология. Любовь к себе смешивается с уместным чувством самоуважения, зависящим от осознания жертвы, принесенной ради нас. Вот я какой я высокий, вот как я дорого стою, вот какой я, что Сын Божий пришел и умер за меня. Поэтому вот как мы, то есть какие мы, нам нужно себя как поднимать и как нам надо себя ценить. Вот понимаем, да, насколько это здесь вот неправильная такое хитрая уловка. Уловка сатаны, я бы так сказала. И вот именно непонимание праведности по вере, да, неправильно понимание наше состояние, кто мы есть вообще на самом деле и что Христос для нас сделал, вот и будет приводить к этому. Вот к тому, что во я какой, вот я сколько стою, сам Христос за меня пришел, вот, и начинаешь себя поднимать, свою оценку поднимать, собою гордиться. И вот это неправильно, вот это все человеческое. Спасибо. Спасибо. Божья любовь, шестой момент, Божья любовь является полным отказом от себя. Но это не монашеский аскетизм и не эгоцентрическое самоотвержение как способ получения в итоге большей награды. Таким бывает просто религиозное стяжательство. Бог не ищет своего, на деле ищет добра другим. То есть мы видим, что в 1 Коринфянам 13 главе описано состояние Божьей любви, что Бог и пожертвовал собою,
ради нашего спасения, ради нашего счастья, чтобы мы были во свете лица Его счастливыми и радостными. Аминь. Потому что Аминь. сам Бог, владыка неба, творец всего сущего, Он никогда не ищет своего. Его принцип – это агапе, а агапе – это всегда давать, служить своему творению, отдавать самого себя. А сам Бог не делает этого. Что говорить о нас, да, вот о людях, которые эгоистичные, греховные, куда нам еще самих себя поднимать? Вот у нас пример есть, пример Христос. Никогда своего не искал. Вся его жизнь была служение людям. Он полностью себя отдал до смерти. Спасибо. Седьмой пункт или седьмой момент. Добавить можно Да, чуть-чуть? да. Я хотел сказать, что между учениками Иисуса Христа тоже была борьба за первенство. И мать Завидею пришла к Иисусу и начала просить его: «Хочу, чтобы один из сыновей сел по правую, а другой по левую сторону». Вот. Видите, еще ученики не понимали вот этого дела, вот, что идет, ну, как бы первенствовать. Но Иисус объяснил, как надо поступать, и позже ученики поняли и поступали так, как советовал Иисус Христос, их учитель. Да, спасибо, брат, спасибо. Потому что это натура наша такая, человеческое. А человеческое, оно все эгоистичное, все греховное. Как бы мне подняться, быть первым министром, а моему второму сыну вторым министром. Даже. Да. Но у Бога не так. У Бога наоборот, кто выше, тот служит. Аминь. Седьмой момент. Самолюбие в крайнем проявлении желает бессмертия, как небесной награды. Все религии, христианские и нехристианские, направлены на этот главный эгоцентрический мотив. Он был и преобладающим побуждением и в благовестии адвентистов седьмого дня, то есть бессмертие. А мы видим, что учение бессмертия вот сейчас в тех отступивших в христианстве, подступившим. Не, мы говорим здесь о том, что здесь говорится о том, что самолюбие, да, вот этот эгоизм, любовь к себе, да, желает вот себе, для себя, для моего я, вот этой вот жизни вечной, бессмертие как небесной награды, да, потому что мы такие хорошие, потому что мы тебе, Боже, служим, вот поэтому нам Бог дает награду, бессмертную жизнь. Вот это вот есть вот это вот самолюбие. Вот я какой. И потому что я такой вот, какой я хороший, да, вот мне Бог дает эту вот такую жизнь, небесную награду, бессмертную жизнь дает. Вот это вот опять-таки неправильное, искаженное понимание. Самолюбие – это то же самое самолюбование, да, собой? Да, да. Что во свете Божьей любви, вот я, ну это же то же самое, как сатана, возгордился и пожелал себе больше, чем даже надо. Да, вот это именно то же самое, да, именно то же самое. Потому он и возгревает вот тех, кто не желает принимать истину, вот это чувство и возгревает, чтобы, когда человек за это хватается, ну, конец-то этих чувств, погибель. Да, и вот смотри, мы здесь видим в этом пункте, да, данный мотив является причиной самолюбивой теплоты. Вот откуда выходит теплота. Вот я какой, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Мы хорошие, у нас все хорошо, мы все правильно делаем, мы любуемся собою. Мы занимаемся самолюбованием, понимаете? Наше эго настолько высоко,
что у нас все прекрасно, Господи. И вот откуда вот эта теплость. Спасибо. И в 7-м моменте мы читаем о Боге, о Божьей любви Агапа. В своем полном проявлении готов пожертвовать вечной жизнью, даже навеки погибнуть. Наивысшее ее проявление – это Христос на кресте, где Он умер той смертью, которая для нас равносильна второй смерти. Моисей и Павел являются собой примеры искупленных грешников, которые знали такую любовь Агапа. Открываем Исход 32-32. Если кто открыл, можете читать. Исход 32. 32. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. Это молился Моисей. И следующее место, это Римлянам 9 глава, 1 по 3 стих. Мы знаем, это место написано о Павле. То же самое состояние было у Павла, что он готов был пожертвовать собою ради любимых израильского народа. 9 глава, с 1 по 3. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян. Ну что, на этом месте мы остановимся, да? Да, вот что значит любовь Агапы, принятая человеком. То есть они настолько познали Бога, они настолько познали Его характер, они настолько приняли эту любовь и облеклись в эту любовь, что вот так она в них проявилась. То есть они готовы были умереть за своих братьев и сестер. И Моисей, и Павел. Точно так же, как их Господин, как их Господь Христос. Спасибо. Ну что, помолимся? Да, конечно. Очень святый, мы так благодарны Тебе за любовь Агапа, которую Ты явил в Сыне Своем Иисусе Христе. Ты полностью излил свою любовь на нас, для нас, ради нас, чтобы мы были Твоими и принадлежали Тебе. Ты подъемлешь нас из праха земного. Мы можем приходить к Тебе такие, какие мы есть, и Ты восстанавливаешь нас. И Ты желаешь, чтобы мы приняли Твою же веру. И Твоя вера, она ведет нас к полному восстановлению. И Твоей же верой мы имеем полную победу уже здесь, на земле. И мы уже имеем жизнь вечную во Христе Иисусе. Мы же имеем эту небесную награду во Христе Иисусе, Господе нашем. Господь, Ты дал нам все. И как написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас благостью и святостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы через них мы соделались причастниками божеского естества и удалялись в этом мире от растения похотью. Мы так благодарны, что Ты нас искупил от закона греха и смерти, от нашего «я», от нашего эгоизма и даровал нам закон Духа жизни. Даже если и бывает, что грех иной раз ставит нам подножку, и мы падаем, и наше «я», и наш эгоизм поднимает свою уродливую голову, Ты Духом Святым открываешь нам наши проблемы и даруешь нам дух покаяния. И Ты готов забрать эти грехи и кинуть их за хребет и не вспоминать более. И Ты, потому что уже на кресте простил нам и прошлые, и настоящие, и будущие грехи. И в нашей жизни, в нашей будущности нет этих грехов, ибо они уже прощены. Благодарим Тебя за эти уроки, за Твои наставления. Благодарим, что Ты открываешь все глубже и глубже Твой драгоценный свет для наших слабых умов. Но мы
во Христе имеем ум Христов. И мы благодарим Тебя за это, Господь, ибо мы уже живем не своим умом, а Твоим. Славу прими наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, ради пролитой крови Иисуса Христа. Аминь.